Серией громких заявлений разразился Сеул после того, как российские и китайские самолеты провели совместное патрулирование над Японским морем. Лижущие американские ботинки южные корейцы попытались изобразить из себя крутых парней, но вышло не очень. По мере того, как слабеет самозваный мировой гегемон, потуги его вассалов по изображению своей геополитической значимости вызывают все больше насмешек. Типичный пример – Южная Корея. В конце 2013 года, когда в Киеве уже бушевал Майдан и наглость США, казалось, не имеет пределов, Сеул в одностороннем порядке расширил так называемую зону опознавания ПВО, включив в нее острова в Японском море. Отозвав было свои первоначальные планы расширить зону опознавания ПВО, Сеул вновь решил, что пора жестко отстаивать свои интересы. Правда, смелости Кореи добавила поддержка со стороны США. Прошло более 5 лет, миновал очередной кризис вокруг КНДР, показавший, что гегемон, в общем-то, голый, и наступило 23 июля текущего года. Южная Корея обвиняет Россию в нарушении ее воздушного пространства. Как утверждают в Сеуле, российский самолет А-50 дважды входил в воздушное пространство над Японским морем в районе островов Такто. Японское название Такасима. На перехват вылетали истребители F-15К и F-16К, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета. Кроме того, Южная Корея заявила, что за несколько часов до этого 2 китайских самолета совершили полет в ее зоне опознавания ПВО, а затем вернулись вместе с 2 российскими Ту-95. Этот полет продолжался около 25 минут, утверждают южнокорейские военные. То есть российские и китайские бомбардировщики совершали совместное патрулирование в зоне, которую Южная Корея в одностороннем порядке объявила своим воздушным пространством. Сеул подпрыгнул от негодования и выслал истребителей, а заодно поднял шумиху в СМИ через свое информационное агентство Рёнхап. Ответ последовал незамедлительно. Военному атташе Республики Корея вручили ноту из-за неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов, заявил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. По данным объективного контроля, нарушений воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составило более 25 километров. Это отчетливо видно на данных, представленных на экране. Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство. То есть Сеул культурно послали в известном направлении, причем выступив синхронно с китайцами. Военные самолеты РФ и КНР не нарушали воздушного пространства других стран в ходе совместного патрулирования над Японским морем, заявил на пресс-конференции в среду официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чунь-ин, комментируя инцидент, заявила, что опознавательная зона ПВО Южной Кореи не является воздушным пространством этой страны. Все имеют право на свободу полетов там. То есть Москва и Пекин кошмарят американского вассала вместе по договоренности. Происходит это на фоне начавшейся подготовки к заключению соглашения между Минобороны России и Минобороны Китая о военном сотрудничестве. О том, что переговоры таки будут, уже известно официально. Идея Российско-Китайского военного союза обретает конкретику. И от этой конкретики у подхрюкивателей Вашингтона в Юго-Восточной Азии уже начинает сбоить нервная система. Самому Вашингтону, кстати, скоро вообще будет не до гегемонии. Причины банальны. Пентагон испытывает сложности с пополнением личного состава. Сильнейший за последние годы кадровый кризис американской армии породил в США дискуссию о возможном снижении призывного возраста до 16 лет, сообщает The Washington Times. Критики утверждают, что подобная мера приведет к снижению боеспособности и сплоченности вооруженных сил. Между тем, 13 стран мира уже снизили призывной возраст до 16 лет. В их числе, например, Великобритания. Знаете, почему 16-летним подросткам хотят разрешить заключать контракты? Причина просто прекрасна. Как отмечает маркетинговый директор компании Sandbox Шейн Маккарти, факторы негодности к службе, например, судимости, намного менее распространены среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Согласно данным Министерства юстиции США, количество арестов среди подростков от 18 до 20 лет в 2 раза выше, чем среди подростков от 15 до 17 лет. То есть американская молодежь стремительно маргинализируется и скатывается в криминал, АУЕ в полный рост.
И надо быстрее вербовать сопляков в армию, пока они не успели обзавестись судимостями. Иначе дело швах. Согласно информации The Washington Times, в прошлом году американская армия впервые за последние 10 лет не сумела выполнить планы по призыву. Ряды вооруженных сил пополнило менее 70 тысяч призывников вместо запланированных 76 500. В этом году армейское командование намеревается достичь поставленных целей. Однако признает, что ситуация с призывом тяжела как никогда. У рваного гегемона проблема. В Южной Корее высочайший уровень самоубийств в мире и демографическая катастрофа. Но они по привычке надувают щеки, полагая, что все еще могут себе это позволить. Не могут. Еще лет 10 и никакой войны не понадобится. США просто бросят своих азиатских вассалов, откатившись на тупо аннексированный в 1898 году Гавайи. А потом покатятся дальше, в свою нору. Тогда как Россия и Китай станут гарантами стабильности сперва в стратегически важных регионах, а затем и на планете в целом. Как говорится, запомните этот твит.